По многочисленным вашим просьбам сегодня я собралась снимать торт «Красный бархат». Наверное, большая часть моих подписчиков просили меня снять этот торт, и вот сегодня наступил этот день. Это очень красивый торт, безусловно, на любой праздник и даже просто так на какие-нибудь выходные. Начинаем сегодня готовить именно этот торт. Ну, в общем, очень все просто и легко. Приступаем. Значит, рецепт этого торта не лично мой, не я его придумала, это не мой вариант торта. Рецепт этот когда-то взяла у Энди Шефа. Для меня это вообще очень новый торт, сравнительно новый. Пекла я его до 5 раз, не больше. И расскажу, какие моменты у меня были при выпечке, к чему я пришла, что лучше использовать, чего лучше не использовать. Сейчас расскажу по продуктам, а потом приступим. Из продуктов нам понадобится обычная мука, сахар, какао, любое обычное для выпечки, соль, разрыхлитель, сода, красный краситель, сейчас о нем именно остановлюсь, немножечко скажу о красителе, кефир, самый жирный, который вы только найдете, у меня 3,2%, сливки 33%, подсолнечное масло, и здесь у меня 3 яйца комнатной температуры. Когда я только первый раз готовила этот торт, я использовала не гелевые красители, а обычные сухие красители. Торт красного цвета, такого яркого, ядреного красного цвета. Чтобы вы понимали, сухие красители такого цвета не дают. И не все гелевые красители дают такой красивый цвет. Имейте такую вещь в виду. Значит, в итоге я пришла вот к таким красителям. Не думайте, что это реклама. Пожалуйста, не пишите мне, что это реклама. Просто я говорю вам, чтобы у вас получилось. Есть вот такие красители продаются. Я покупала и Red называется, и Super Red. Так вот, Super Red не дает такого красивого оттенка. Красный цвет, но не такой красивый. Вот Red самый идеальный цвет. Это именно в этой линии пищевых красителей. Плюс, так как это красный цвет, все-таки это краска и краситель, и едят дети, ну, если вы даете детям сладкое, то выберите марку гелевых красителей, которая, ну, как бы более-менее небезопасные, да, чтобы вы не положили какой-то дешевый краситель в торт. Это очень как бы важно. И когда я добавляла сухие красители или не очень дорогие гелевые, вообще не было красного цвета, он был коричневый от какао и все. Или был такой грязно-красный, некрасивый красный. Вот такие вот нюансы могут быть с красителями. Значит, здесь я использую в рецепте кефир и сливки, чтобы максимально была высокая жирность. В рецепте у Энди Шефа было указано, что можно взять сливки плюс сметану. Можно взять просто такой, знаете, кефир, если нет сливок, только кефир, но самый жирный какой есть. Но чтобы жирность повысить, и очень хорошо получается, когда жирный кефир и жирные сливки. Все вместе 280 грамм, то есть 200 здесь, 80 сливки. Вот это идеальный вариант, вот уже в моем опыте, так сказать. Еще не думайте, что много подсолнечного масла, его практически не видно в тесте, оно растворяется. Очень нежный вкус коржа получается, в общем, очень-очень вкусно. Хорошо, приступаем. Для начала нужно просеять все продукты, причем я просеиваю продукты 2 раза, вот все сухие. Начнем с муки, сначала муку, сюда в муку отправляем какао, соль, 1/4 чайной ложки мелкой соли. У меня вот такие мерные ложки. Если у вас таких мерных нет, на глаз 1/4 часть от чайной ложки отнимите. Разрыхлитель и соду. Обязательно хочу сказать по поводу соды, я когда-то уже говорила, но сейчас повторюсь еще раз. Так, просеяли. Если вы думали, что вы купите соду, поставите ее у себя на полочке, она 2 года будет преспокойно там стоять, и вы по чайной ложке раз в полгода будете использовать, то может получиться такой момент, что вы будете печь торт, а он у вас плохо подымется, потому что сода будет просроченная. Это важно, поэтому, когда вы покупаете соду в магазинах, обратите внимание на срок годности. Мы иногда покупаем соду и даже не смотрим на соду, но это же банально смотреть на соду, ну какая там срок годности, потому что я как-то говорила, делала оладушки, и они у меня не поднялись, потому что сода оказалась просроченной, и пришлось 2 пачки просроченных сод выкинуть, которые я только что купила. Поэтому проверяйте срок годности соды и разрыхлителей, это обязательно.
всю вот эту массу, все сухие продукты просеиваем еще раз. Я уже буду просеивать в чашу миксера, где буду, собственно, уже взбивать и перемешивать все тесто. В муку отправляем сахар, сливки и кефир, подсолнечное масло, сразу все. И вбиваем сюда 3 яйца. 2 чайные ложки красителя. Взбиваем все на средней скорости в течение 4-5 минут. Так, собственно, все. Посмотрите, какой красивый цвет получился. Теперь даем тесту постоять минут 5, а сейчас приготовим форму. Нужна разъемная формочка диаметром 20 сантиметров. Если у вас несколько таких форм, будет хорошо, но у меня одна, потому что формы такие недешевые, поэтому у меня одна. Дно застилаем пергаментом. Можно смазать маслом, а сверху припудрить мукой. Бока я обычно в формах говорю вам не смазывать, но здесь рекомендую смазать слегка подсолнечным маслом. Значит, я смазываю и пергамент можно, и бока, но пергамент, по идее, смазывать вообще не надо, потому что он хорошо и так отстает, у меня хороший пергамент. Ну, вот так все промазали. Хорошо. И буквально капельку, не нужно много масла. Вот знаете, вот я вот видите, только кисточку намочила и вот так прошлась. Теперь, можно ли печь в мультиварке? Сейчас расскажу такой нюанс. Я пекла один раз в мультиварке, и скажу вам, получилось не очень. За счет того, что мультиварка, ну, наверное, так печет вот со всех сторон, он очень пышный подходит, но он такой пористый получается внутри. Не мелкие поры, такие, знаете, как красивые, ты разрезаешь, и красивые мелкие поры, а вот такие круглые поры, знаете, как сыр поеденный большой. Ну, в общем, во-первых, это некрасиво, когда ты разрезаешь. Во-вторых, когда ты потом перемазываешь кремом, крем в эти поры попадает, потому что, ну, вот тупо вот такие поры. Я без увеличения говорю, больше, чем 50 копеек пора. Это некрасиво и не очень красиво в разрезе. Ну, а по вкусу понятно, что вкусно, одинаковый рецепт. Поэтому, ну, у меня в мультиварке как-то не пошел этот рецепт. Я делаю в духовке. Так, теперь отмеряем тесто. Я делаю 2 коржа, пока один печется, другое тесто просто на столе. Удобнее, когда 2 формочки быстренько, за 20 минут сразу 2 коржа печется, потому что 20 минут и нужно разогреть духовку до 170 градусов. Если у вас сильно печет и градусы не восстанавливаются, у вас там газ, предположим, на глаз вы же знаете свою духовку, чтобы не горел. Хорошо, приблизительно. Я уже отмеряла не один раз, получается каждый корж, вот тесто сейчас буду отмерять на весах, 650-700 грамм на один корж. Ну, плюс-минус 30 грамм, роли не сыграет, так, на глаз. Но взвешиваю на весах, чтобы хотя бы приблизительно они были одинаковые. Вот, я отмерила, тут у меня, сколько там, 664 грамма. И вот сколько осталось здесь, посмотрите, в чаше. Все, у меня уже духовка разогрета, я отправляю на 20 минут, но в любом случае проверяйте деревянной палочкой, чтобы он внутри не был мокрый. И потом переворачиваем сразу на решетке, чтобы он остывал. Мои бисквитики остыли, они холодные. Значит, посмотрите, сверху они взялись небольшой горкой, у вас может быть эта горка посередине, у меня чуть-чуть сбоку. Это не критично, мы все равно сейчас будем срезать, нам нужна крошка для торта. Хорошо, теперь, значит, что я буду делать с каждой половиной? Посмотрите, как он у меня поднимается. Конечно же, духовки у всех разные, поэтому может быть по-разному. Видите, вот тут начинается шапка самого вот этого бисквита. И я по всей окружности срежу в 2 частях, здесь и здесь, срежу эту шапку и оставлю только 1,5 сантиметра самого коржика. Снимаем. Посмотрите, какой красивый корж получился. Значит, вот этот нижний, красивый, с 2 сторон, посмотрите, какая красота, я отставляю в сторону. Точно так же поступите с этим коржом. А вот этот корж мы сейчас будем крошить. Во-первых, сначала мы делаем крошку из внутренности. Вот так в отдельную мисочку раскрышиваем весь внутренний вот этот слой, потому что вот этот верх, он может быть грубоватым, его можно сделать на блендере. А вот эта серединка, она очень мягкая. Для того, чтобы так сделать, коржи должны быть остывшими.
Все вот эти корочки я отправляю в блендер. И в блендере перебью их до мелкой крошки. Хотя вы, в принципе, можете и вот эту всю мякулечку тоже в блендере перебивать. Как кому удобно. Так, посмотрите, какая крошка получилась. Руками вы такие корочки в такую крошку никогда не перебьете. Посмотрите, какая красота. Хорошо, теперь будем делать крем и собирать торт. Теперь готовим крем. Нам понадобится сахарная пудра 100 грамм, 100 грамм сливочного масла. Масло должно быть жирное, 82,5%. И оно должно часа 4 полежать на столе, чтобы быть мягким. Я использую Филадельфию. Сегодня у меня покупная, я не успела приготовить домашнюю, но у меня на канале есть как сделать Филадельфию. И я делала этот торт с домашним вот этим сыром Филадельфия. Было просто изумительно и гораздо дешевле. Вы можете заменить на любой сливочный сыр. Значит, тут такая тонкость, чтобы сыр, вот знаете, вкусный крем, когда сыр холодный. Поэтому не вынимайте его из холодильника до самого момента закладывания в сам крем. Поэтому пока я буду взбивать масло с сахарной пудрой, и до этого уже несколько часов он стоит в холодильнике. Чтобы крем получился белым, это я взяла секрет у Энди Шефа, когда делала этот торт и брала рецепт я у него. Сначала нужно взбивать масло с сахарной пудрой и только потом добавлять сливочный сыр. Тогда крем будет белее. Хорошо, взбиваем сливочное масло в течение 2-3 минут без перерыва на хорошей скорости. В масло отправляем 100 грамм сахарной пудры. Сахар не используйте, лучше пудру. И теперь смешиваем минутки 1,5-2 масло с сахаром. Взбили масло с сахарной пудрой, посмотрите, когда оно хорошо взбитое, оно белое, оно имеет красивый белый цвет. Теперь сюда отправляем сыр. Теперь взбиваем все с сыром тоже в течение 2-3 минут. Крем готов, посмотрите, какой он белоснежный и как хорошо он держит форму. Это значит, что ваш торт не поплывет. Так, венчик убираем, он нам не понадобится. Теперь берем кулинарный пакет вот такой, или просто пакет, где можно будет срезать край. И весь крем отправляем сюда. Так будет удобнее и равномерно. Отрезаем край у кулинарного мешка и отсаживаем крем на корж. Причем отступите полсантиметра от края. Чуть-чуть выравниваем вверх, буквально слегка. Вот так, чтобы не было пузырьков воздуха. Вторым коржом накрываем торт сверху. Так, и берем досточку, круглую, квадратную, неважно. Ставим досточку на торт и рукой сверху легонько вот так прижимаем, чуть-чуть. Вот так, убираем. Теперь у нас ровный торт получился. Теперь крем замазываем вверх и бока тонким слоем. Не обязательно идеально ровно выравнивать торт кремом, потому что сейчас мы будем украшать его вот этой стружкой, которую мы сделали с вами. Вот так немного прижимая к бокам. Посыпаем его сверху, снизу. Ну, в общем, это уже, знаете, полет вашей фантазии, и как вы будете его декорировать. Так, вот так, прям прижимаем. Посмотрите, как он красиво выглядит со всех сторон. Значит, теперь всегда остается вот эта вот крошка с торта. Остается, вот смотрите, сколько, в принципе, половина у меня осталась. Я доделываю из нее просто картошки сладкие. Есть на моем канале рецепт картошек. Всегда очень вкусно, эффектно. Можно даже их слепить и сверху торта положить. Но просто немного неуместно к этому рецепту. Поэтому торт убираем на досточку, передвигаем, так как делали на подложке. Очень удобно снять. Отправляем в холодильник на пару часов перед подачей. У меня прошло больше, чем несколько часов, я оставила на ночь в холодильнике. Сейчас разрежу и посмотрим, какой он внутри.
Вот как выглядит торт в разрезе. Посмотрите, очень красиво, действительно смотрится как бархат. И он по вкусу такой нежный, как бархатистый. Знаете, очень влажный торт. Это не сухой торт, он не требует пропитки. Вот так смотрится в разрезе сам торт большой. Конечно, очень эффектно, я вам скажу. Невероятно эффектно. Намного вкуснее этот торт, если вот он ночь постоит в холодильнике. Сейчас я буду пробовать. Расскажу, как лучше сделать, чем можно и как заменить краситель, если вдруг вы не хотите с красителем или вы будете давать маленьким деткам. Итак, я пробую. Вкусный торт, нежный торт, сочный торт, очень вкусный крем. Сейчас дожую и буду описывать. Значит, такой крем из Филадельфии идеально подходит для этого торта. Но это на мой вкус, сколько я делала, с Филадельфией лучше всего. Он сочный, бытует такое мнение, и я когда его делала первый раз, то везде прочитала, что красный торт со вкусом шоколада. И когда я его первый раз приготовила, мы его попробовали, никакого вкуса шоколада не было. Потому что вкус шоколада по факту проявляется, когда он постоит. Вот я сегодня утром его пробую, он всю ночь стоял в холодильнике. Действительно, есть такое, что ты понимаешь, что в тесте какао или шоколад, ну что-то такое есть. Поэтому, если вы хотите, чтобы торт проявил себя во всей красе, пусть ночь постоит в холодильнике. Потом, не пропитывайте в коржи ни в коем случае ничем. Они сами по себе влажные, и крем дает вот эту вот, знаете, ну, влажность, что ли, я не знаю, но он очень вкусный, не нужно никакой пропитки. Все коржи нежные, и вот эта вот крошка сверху, она тает во рту. Действительно бархатный торт. Теперь по поводу краски. Конечно, такой ядрено-красный цвет может кого-то испугать. Поэтому, если вы не любите красители, считаете, что это вредно, или если вы будете давать детям, а детям нельзя вашим красители, тогда просто не добавляйте красный краситель, добавьте не 1 столовую ложку какао, а 3, и у вас будет шоколадный торт. Ну вот, в этом будет разница. Он будет не красный, а шоколад, и белый тоже будет красиво смотреться, будет не красный бархат, будет, не знаю, там, шоколадный бархат, молочный бархат, но не красный. Поэтому вот так вот можно заменить. Но это действительно очень вкусный торт. 14 февраля, 8 марта. Это, конечно, очень идеально. Можно печь такие небольшие тортики, порционные. Можно ли печь из такого рецепта капкейки, такие, знаете, чтобы были, ну, вот порционные маленькие капкейки. Я не пробовала. У меня есть отдельный рецепт на красные капкейки. Тоже очень красиво. В конце видео будет ссылка. Обязательно перейдите, посмотрите, как я делаю красные капкейки. Очень красиво смотрится, хотя и красные. Ну, в общем, очень вкусно. Всем реально рекомендую, как минимум 1 раз точно попробуйте. Спасибо, что сегодня были со мной. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комменты. Хороших вам праздников. Пока-пока.